Низкое и высокое качество камней. Мгм. В чем заключается невидимое отличие глазу? То есть люди смотрят на камни, особенно через интернет, вроде похожи эти камни. Цена в десятки раз отличается друг от друга. Ну, Непонятно вообще почему. три момента, которые принципиально могут отличаться, но глазом это можно не увидеть. Чистота, ее можно не заметить, если ты вживую не рассматриваешь. Да? Второй момент — цвет, цветовосприятие. Камера, которая снимает камень там, на солнце в Афганистане или там в Бангкоке и в Питере, это разная история. Вот, это первый момент. Второй момент, как правило, это камера телефона, а у него цветовосприятие свое. iPhone, это Android, что угодно. Любой телефон, любой мобильный телефон, все равно это цветовосприятие, оно близко, конечно, к тому, что есть в камне, но не на 100%. Поэтому в любом случае искажение есть. Это второй момент. И он, кстати, самый дорогой, потому что восприятие цвета — это все-таки 60-70% стоимости камня. Всегда. Вот. И, наконец, третий момент, да, почему разница может быть не видна — облагораживание. Тебе может попасться рубин гретый, ты это не увидишь. Тебе кажется, этот красный, да? Но только этот гретый, извините меня, и его стоимость должна быть не больше, чем 20% от негретого. Понимаешь? Вот тебе и разница. И таких вариантов много. Это может быть и облученный камень, например, бриллиант, который облучили и сделали его а-ля розовым, понимаешь? А сам он по себе вообще невзрачный был. Вот тебе еще один вариант, когда он должен стоить вообще копейки, такой бриллиант, потому что это, ну, по сути, не кондиция, да, то есть он не стоит ничего, то есть он не ценный. Вот. Тоже вариант, пожалуйста. Таких очень много. Поэтому, ну, в принципе, вся моя аудитория, все мои зрители, подписчики прекрасно знают, что если ты покупаешь камень без сертификата, то ты уже попал. Ты попал на, как правило, низкое качество, на несоответствие цены стоимости и, соответственно, на критерий выбора низкого качества в любом случае. Ты об этом узнаешь не сразу, через какое-то время, когда тебе все-таки захочется эмоционально решить все-таки, что у тебя. Ты отнесешь гемологу в лабораторию, еще куда-то и узнаешь правду. Но... Хотя есть один надежный способ не попадать в просак с камнями. Это самостоятельно разбираться в них и уметь видеть качественные камни, отличать их от некачественных. Такому я обучаю на своем однодневном гемологическом интенсиве, причем людей с абсолютно нулевыми знаниями о камнях. Вот смотрите, буквально сегодня получила обратную связь от одного из учеников. К слову, он приезжал на интенсив в Санкт-Петербург аж с Красноярска. Михаил показал мне камни, которые он сам отыскал и диагностировал на своих приборах. Более того, за 2,5 месяца он сделал с ними кольцо и браслет, уже продал их и мне сообщил с радостью, что его затраты на интенсив уже окупились. Словом, ближайший гемологический интенсив будет в Санкт-Петербурге 12 апреля в субботу. Потом только 7 июня, тоже в субботу. У меня есть всего несколько мест. Пишите мне, все расскажу подробнее. Контакты в описании к видео и закрепленном комментарии. К сожалению, это так. Если дилер-поставщик вкладывается в сертификат, значит, он убежден, что качество его достойное, это как минимум, и он готов об этом сообщить, вот подтвердив сертификатом независимой лаборатории. Если такого сертификата нет, ну, без проблем, можно рассказывать сказки, что у меня все самое лучшее, самое прекрасное, ну, это и без меня все знают. Пойди на рынок, там таких сказок наслушаешься, это вообще... Наши продавцы камней просто зайчики по сравнению с рынком. Там повеселее будут ребята.